Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, как правильно нужно вымыть пол для того, чтобы убрать негатив с глаз, а также безденежье и любые проблемы, которые вас беспокоят в жизни. Друзья, очень важная и ценная информация, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментарии напишите одно волшебное слово «дом», и пусть Вселенная поможет вам в жизни, чтобы в вашем доме всегда было изобилие, достаток и благополучие. Именно слово «дом» имеет важное значение для вас, и запрограммировано оно в этом видео. Поэтому не ленитесь, прописывайте. Вы знаете, у каждого из нас дом – это что? Это наша крепость. И мы стараемся всячески делать наш дом уютным, всячески украшать, наполнять тем, что мы любим, так как это помогает нам притягивать положительные моменты и эмоции. Мы стараемся быстрее в него попасть, чтобы оградиться от всего плохого, что ожидает нас извне. После трудного рабочего дня также как можно быстрее мы спешим домой, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы. Но если мы содержим свой дом в чистоте, проводим вовремя уборку, а также проводим энергетические чистки, то в таком доме приятно находиться. Хозяева хорошо высыпаются, имеют крепкое биополе. А вот если люди несерьезно относятся к моментам очищения жилья от негатива, в таком доме очень часто возникают и проблемы, и конфликты, и ссоры, постоянные выяснения отношений. Важно также наполнять дом различными оберегами, которые способны защищать от злых и недоброжелательных людей. К сожалению, в наше время не все серьезно подходят к вопросу очистки своего жилья от различного негатива, что в результате приносит различные неприятные коррективы в жизнь таких людей. Но они не понимают, что стало для этого причиной. С каждым днем все больше и больше погрязают в этих неприятностях, часто упуская ценное время, в период которого можно практически без проблем все решить. Очень важно, чтобы в доме была только положительная и светлая энергетика, так как вы знаете, что мы притягиваем то, что нас окружает. Поэтому, если окружает нас все хорошее, мы притянем хорошее. Если плохое, то притянем соответственно плохое. Часто энергетика в доме может портиться из-за того, что в нем побывал плохой человек, который не желает нам добра, а у вас от этого нет защиты. Кто-то болеет постоянно, у кого-то какие-то проблемы. Также она может портиться, если целенаправленно на дом навели порчу. Причин может быть еще много, но все они неблагоприятно влияют не только на обстановку в доме, но и на тех, кто в этом доме живет. У таких людей ухудшается сон, становится страшно одним находиться даже в доме, и иногда постоянно кажется, что за спиной кто-то стоит. Хочется как можно быстрее выйти из дома и чем подольше в него не возвращаться. А переступив порог, сразу начинает одолевать депрессия, апатия, не хочется ничего делать. И даже закидываются все дела по дому. Начинает все припадать пылью. Хочется открыть окна, и людям кажется, что для того, чтобы запустить свежий воздух, но на самом деле на подсознательном уровне это помогает запустить хотя бы немножечко положительных энергий. Становится и плохой сон. Все члены семьи начинают раздражаться, что приводит к постоянным выяснениям отношений, к всевозможным конфликтам. А такие действия еще больше притягивают негатив. Он начинает полностью все с собой завивать, происходит непроходимость энергии, и у этих людей уже начинаются проблемы во всех сферах их жизни. Поэтому, чтобы всего этого не происходило и не допускать до такой ситуации, возьмите за правило проводить периодически чистку вашего дома. Выставлять, не забывайте защиту от недоброжелателей и притягивайте в дом только положительные энергии. Все это сделает ваш дом лучше, спокойнее, уютнее, а ваш дом и будет продолжать быть вашей крепостью. Но если в вашей жизни уже начались эти неприятности, вам срочно нужно провести чистку, которая поможет вам освободить ваше жилье от негатива и вернуть все, как было раньше.
Поэтому, если вы вот чувствуете, что вас что-то одолевает, возможно, страх, вам что-то не нравится, вас раздражает, обязательно проведите следующую практику. Итак, во-первых, эту практику, обращаем ваше внимание, нужно проводить в светлое время суток. Желательно утром, в первой половине дня. Как мы ее будем проводить? Вам нужно взять пол-литровую банку и наполнить вот эту пол-литровую банку до половины холодной проточной воды и половину заполните горячей кипяченой водой. Далее поставьте ее посреди комнаты, где вы больше всего своей семьей проводите время. И далее в нее киньте 3 щепоточки соли и покрутите банкой по часовой стрелке. При этом обязательно в этот момент скажите такие слова: «Вода мне помоги, от бед и проблем защити. Соль весь негатив бери, все плохое из моего дома убери». Так банка должна находиться в течение часа. Затем возьмите ее левой рукой и выставьте за входную дверь. Обязательно разместите ее с левой стороны, так она должна будет простоять до вечера. Вечером возьмите банку, заверните в белую бумагу или кусок белой ткани и вынесите подальше от вашего дома. Вернувшись домой, наберите емкость, в которой вы моете полы проточной водой и киньте в нее обязательно щепотку соли, но обращаем ваше внимание, делаем мы это только правой рукой. И пол нужно мыть белой тканью. Да, вы не ослышались, именно белой тканью. И сейчас тут, кстати, продаются именно такие прямо белые простыни, если так можно назвать, упакованные именно, чтобы мыть полы. Вот возьмите. Если нет, то постарайтесь найти вот где-то у себя белую ткань. Даже купите вот метровую, но это очень важно. И вам нужно начать мыть пол с той комнаты, где находилась ваша банка. Далее продолжайте по всему дому по часовой стрелке. Ни в коем случае не пропускайте углы и труднодоступные места. Постарайтесь приложить максимум усилий, так как от этого зависит ваше спокойствие и дальнейшая жизнь. Когда промоете комнату, становитесь по центру этой комнаты и проговаривайте такие слова: «Свою и своей семьи прежнюю жизнь начинаю, все проблемы и невзгоды отгоняю, негатив, наполняющий дом, вымываю, для светлых энергий место освобождаю, зло из моего дома уходи, и в него больше никогда не входи, и вместе с собой все посылы недоброжелателей унеси». Эти слова нужно будет проговаривать абсолютно во всех помещениях вашего дома. Когда будете мыть полы, в этот момент думайте о чем-то хорошем. Можете помечтать. Или, например, вспомнить какие-то приятные моменты из своей жизни. Это будет вам помогать на место убранного негатива притягивать хорошие энергии. Вы можете в этот момент петь какие-то свои песни. Это также помогает, потому что когда вы поете, вы делаете это от чистого сердца, вы это делаете с любовью, и вы тем самым правильно создаете вибрации в своем доме или в квартире. Когда полностью промоете ваш дом или квартиру, поменяйте воду и не забудьте вымыть вашу входную дверь, потому что вы знаете, что через нее в дом попадают энергии. Так вот, чтобы она не притягивала негатив, нужно ее как можно чаще протирать. Затем проточной водой вымойте все зеркала в доме, так как им свойственно впитывать то, что их окружает. Когда вы будете протирать зеркала, говорите такие слова: «Зеркала, ту энергию, что впитали, с вас смываю, с этого момента хорошее впитайте, мне его в многократном размере возвращайте». Проделав это, на каждом из зеркал в доме разместите по купюре. Пусть они впитают в себя денежную энергию и будут вам ее возвращать в большем размере. Помните о том, что зеркало, все то, что вы ему отправляете, оно вам возвращает. При этом это оно делает в тот момент, когда вы больше всего этого будете не ожидать. Поэтому очень важная ваша задача как можно чаще протирать зеркала.
Также откройте окна в доме, чтобы положительные энергии могли попасть в ваше жилье и наполнить его. Что же касательно купюр, которые вы разместите на зеркалах, вы можете на следующий день их забрать и использовать, как вы обычно используете. Но главное, чтобы эти купюры не были кредитные, пожалуйста, потому что многие игнорируют и думают: ой, пойду-ка я возьму кредитные деньги с банка, сниму и проведу эту практику. Ни в коем случае, только ваши деньги. Пусть будут банкноты маленького номинала, но это будут вашими честно заработанными деньгами. Если у вас в тот момент не окажется в кошельке денег или есть, но там одна купюра, проведите тогда хотя бы с одним зеркалом, которым вы чаще всего используете. Сделав все правильно, вы удивитесь полученному результату. У вас нормализуется сон, ваше состояние, вам станет приятно находиться в доме, а все проблемы, ссоры, неприятности из него уйдут. И все это будет сменять только хорошие моменты, а события удачи во всех жизненных сферах будут и у вас, и у вашей семьи. В доме станет вновь комфортно и уютно. Вам будет легко дышаться, а ваше биополе будет восстанавливаться, когда вы будете находиться в вашем доме. Вам будет даже хотеться снова быстрее попасть в свой дом, так как в нем будет возможность спрятаться от всего плохого, что окружает и ожидает за его стенами. А семья станет более дружной и крепкой, чем была до этого. Поэтому, исправив все, не допускайте больше до такой ситуации. Лучше предотвращайте заранее. Для этого есть очень много способов, которые действительно очень действенны. И научитесь людей в вашем окружении не приглашать к себе домой на чаепитие или на обсуждение каких-то вопросов. Для этого у нас есть кафешки, ресторанчики, у нас есть для этого какие-то летние площадки, у нас есть парки. Туда ходите и общайтесь. Но ни в коем случае не дома, потому что вы думаете о том, что ой, вы пригласили Машу, Дашу, Таню, Свету для того, чтобы обсудить какие-то рабочие моменты, посплетничать, а в конечном итоге этот человек своими глазами что-то видит, и, допустим, у этого человека этого нет, а у вас это есть, и человек начинает, знаете, любой негатив, он не проявляется сразу, на все нужно время, и вот здесь очень важно, чтобы вы понимали и осознавали, что ваш дом — это ваша крепость. Даже бывает так, что ваши близкие, родные люди и то вам завидуют, поэтому если вы чувствуете, что после того, как ушел тот или иной человек, который посетил ваш дом или квартиру, у вас начинают какие-то быть неприятности, проблемы, какие-то не очень хорошие ситуации, разберитесь, а не с этим человеком связано, не этот человек вам завидует, и перестаньте его приглашать в свой дом. Кто-то скажет о том, ну как я могу свою близкую подругу или сестру не приглашать и так далее, и так далее. Вы должны понимать, что ваше спокойствие, ваша гармония и ваша умиротворенность, она намного важнее вот тех принципов, которые, а что скажут другие. Никому не должно быть интересно, что скажут другие. Вы живете одну жизнь, и очень важно, чтобы вы ее прожили достойно, с радостью, а не искали постоянно, кто же вам постоянно вредит, кто несет гадости в вашу жизнь, и это будет приводить все постоянно к каким-то кошмарным ситуациям. Вам это точно не нужно. Кроме того, старайтесь как можно чаще мыть полы. Даже вот просто возьмите, без каких-либо моющих средств, просто возьмите влажную уборочку, просто легенькую сделайте, хотя бы раз в неделю, потому что в основном что делают? Перед какими-то праздниками делают генеральную уборку и так далее. Нет, лучше хотя бы каждую неделю делайте влажненькую уборку. Не забывайте каждый день открывать окна. Конечно же, в зимний период это сложнее сделать, особенно если за окном мороз, но вы должны понимать, что вам нужно сделать сквознячок, чтобы в вашем доме не было застоявшейся энергии. Также не забывайте уделять внимание вашим углам, не забывайте уделять внимание кухне. Очень часто бывает так, что в кухне открываешь шкафы, оттуда все сыпется, падает и так далее. Этого также не должно быть. Там, где застоявшаяся энергия,
там и появляется вонь, там появляются какие-то запахи, мошки появляются и так далее, и так далее. И вы видите это уже на материальном плане, уже итог, как говорится, ваших действий. Но изначально это все происходит на энергетическом плане. И когда вы начнете правильно работать с энергетическим планом, вы начнете чувствовать, какие энергии у вашем доме, вот то же самое, многие очень часто никогда не убирают под кроватью или под диванами, потому что считают, что неудобно, там ничего нету, никто не ходит и так далее, и так далее. Обязательно убирайте, делайте уборку, обязательно выдвигаем диваны, выдвигаем кровать, пылесосим и обязательно делаем влажную уборку, потому что вы спите, вы сидите, вы энергетически это все цепляете к своему телу. Да, вы видите свое материальное тело, но вы не видите тех энергий, тех вибраций, которые вас огружают. Поэтому, пожалуйста, не забывайте проводить такие вот простые практики, не забывайте мыть окна, не забывайте стирать те же шторы, это очень важно, покрывало и так далее, и так далее. Это очень важно, и тогда вы будете чувствовать, что в вашем доме все совсем по-другому. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите волшебное слово «дом». Пусть Вселенная это, друзья, приумножит в вашей жизни изобилие, достаток и благополучие. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.